Можно ли своими руками создать лучший усилитель в мире? С момента, как iSpower выпустил свою последнюю разработку, iSpower 1200 AS2, блок усилителей, можно сказать, что можем. Это полностью интегрированный блок в самых последних разработках компании iSpower. И если так упростить немножко задачу, то если такой блок поставить соответствующий корпус и сделать механическую сводку всех кабелей, то мы получаем самый лучший усилитель в мире. Он достаточно мощный, он очень качественный, имеет все возможные автоматики, уже встроенные в блоке, все любые защиты, но самое главное, очень качественный звук. Доминирует мнение, что разработки Hypex самые лучшие. Потом Purify, это тоже бывший разработчик Hypex, который создал свою новую компанию вместе с другими инженерами, и он продолжает развивать эту линейку, эти разработки, которые были уже в Hypex. У него есть один модуль на 400 Вт, который позиционируется как очень хороший. Но все-таки это не интегральный модуль, и вам нужен дополнительный блок питания, также буферный усилитель тоже. Если мы говорим об усилителях и сравниваем их, надо создать какие-то основные критерии, а то получается такой разговор на пальцах. И здесь я создал таблицу критериев. На первой колонке, значит, сам критерий, вторая колонка описание этого критерия, чтобы мы знали, о чем мы говорим. На третьей колонке важность, насколько это важно для моего проекта. И четвертая колонка – это сам критерий, который я как бы даю конкретному устройству. Если бы мы сравнивали разные модули, 4, 5 или 6, тогда мы умножали бы важность критерия на саму сумму критерия и получили, например, в первой колонке Sound Quality 10 умножить на 10, получили бы 100 очков. А также мы сравнивали бы и другие усилители. Вы ставили свои критерии и ставили и смотрели, какой результат получаете. Потом все суммируем, и тот, у кого больше всего очков, тот как бы победитель. Но все-таки нужны критерии, чтобы мы могли более-менее оценить разные разработки на одинаковом уровне. Но сейчас мы посмотрим только на блок 1200 AS2, разработка iSpower. Качество звука. Я его собрал. Также сделал сравнительные тесты. Это эксклюзивно хороший усилитель. У него настолько четко все производится, что я ставлю ему 10 очков. И поскольку для любительских проектов качество звука это номер один, значит важность тоже 10 очков. Может ли он работать с глобального напряжения? Это значит и в 110 вольтовых странах, и 220 вольтовых странах. Данный блок может работать во всем диапазоне. Для меня это достаточно важно, поскольку я собираюсь продавать во всем мире. Поэтому ставлю 8 и количество очков 10, поскольку это все встроено. Насколько надежный блок? Это важно. Надежность у меня определяется потому, если это полностью собрал робот, это одна плата, это самый надежный блок. И тогда я даю 10 очков. Если два блока, но отдельно блок питания, отдельно блок усилителя, то 8 очков. Если 3 составляющие, то 5 очков. Если больше 3, то 0. Дистанционное управление или Wake Up From Signal. Это довольно такая приятная функциональность, когда я могу включить усилитель отдаленно. В любительских проектах это не важно, значит важность 3. А поскольку это встроено в блоке, значит 10. 12-вольтовый триггер. То же самое, отдаленное управление, включение усилителя. Важность также 5, это все встроено, значит 10 очков. Сколько потребляет в стендбай режиме? Если меньше 3 ваттов, то можно ставить десятку. Данный блок потребляет очень мало, 250 милливатт. Ставим 10 очков. Качество входных цепей тоже важно для качества усилителя. В данном блоке эти входные цепи очень хорошие, высокоомные и сделаны
но согласно самым лучшим рекомендациям. Насколько это важно? Ну, ставим 5, потому что мы можем купить предварительный усилитель, поставить другой. Поскольку это встроено, в данном случае ставлю 10. Телеметрия, разные показатели работы конкретного модуля. Ну, для любительских проектов это не так важно, ставим 3, но там очень сильная телеметрия в блоке iSpower, ставлю 10. Ну, здесь так много самых лучших усилителей. Я бы сказал, тот же самый блоки Hypex и вариации, идет непрерывная борьба, какой же усилитель самый лучший. Поэтому посмотрим на некоторые архитектурные особенности блока или модуля iSpower 1200 AS2. Почему же он такой хороший? Ну, первое, iSpower разработал новую серию интегральных микросхем, и первый это контроллер или гейт-драйвер для усилителей класса D. Практически вся сложность, она включена в этой микросхеме, и поскольку используется один литографический процесс, здесь 4 канала усилителя, то мы получаем крайне одинаковые выходные сигналы от этого контроллера. Вторая группа микросхем это драйверы или усилители сопряжения для высокомощных разработок. В принципе, они могут работать или создавать устройства вплоть до 7 киловатт. Но я таких еще разработок не видел, но в целом эта технология патентирована компанией iSpower. Вторая особенность. Когда мы создаем разработки высокой мощности, нам нужен корректор фазы, чтобы мы использовали эффективно сетевое напряжение. Такая стандартная схемка фазового корректора, она здесь. Значит, обычно имеется входной сигнал, ну, здесь бывают еще дополнительные фильтры, потом имеется мостик, индуктивность, довольно большая индуктивность, потом есть ключ, все это умножается и фильтрируется на больших конденсаторах. Можно ли создать фазовый корректор без входного мостика? Оказывается, что можно. Вот здесь это одна из схем. У нас отсутствует мостик на входе. Сразу мы идем через индуктивность и потом большие полевые транзисторы, которые вот здесь, которые переключают, тоже имеем дроссель. И потом могут быть разные архитектуры, потом это выправляется, и также есть накопительный конденсатор. Один слайд из обучающего материала Texas Instruments, где есть разные разновидности так называемых bridgeless фазовых корректоров. Каждая из них имеет свои преимущества и свои недостатки. То, что я сейчас буду рассказывать, это определенная спекуляция, поскольку конкретной схемы у меня нету. Но, по-моему, в модуле iSpower используется вот эта схемка фазового корректора. Посмотрим, как это все выглядит на практике. Значит, здесь у нас сетевой входной коннектор, предохранитель, первичные небольшие фильтры. Они вот где-то здесь, да. Потом это большая индуктивность. Вообще-то, если были две, они хорошо работали еще как дополнительный фильтр от помех. И, по-моему, так оно и есть, что здесь под этим колпаком есть две большие индуктивности, поскольку слишком уже такой слабенький фильтрик здесь. Что потом? Потом у нас ограничитель тока включения. Также у нас фильтр, дополнительный фильтр и мостик. Вот мостик. А этот фильтр у нас где-то вот здесь. И что мы еще видим? Накопительные конденсаторы здесь никакие, это небольшие совсем конденсаторы. Накопительный конденсатор, вот здесь большой пленочный конденсатор, а все ключевые, которые необходимы для работы вот мощного моментального тока, они здесь уже на секундарной стороне. Это очень такое большое преимущество. В данном случае получается
Так что, как видите, здесь нету больших конденсаторов. Это слабое звено любого импульсного блока питания. Тут высокие напряжения и высокие емкости. Интересное схемотехническое решение. Что у нас еще? Значит, дежурный блок питания, сервисный блок питания, основной трансформатор блока питания. Мощный он. В целом интересный модуль. Quadrabalancing Design. Первым эту архитектуру стали применять в компании Macintosh. Они создавали большие, дорогие усилители. Очень точно их включали в схему, мостовую в схему, и получали сразу выигрыш и по шумам, и также компенсировали парные гармоники. Но какой недостаток конкретного решения? Необходимо в 2 раза больше компонентов. Бюджетные решения это не позволяют. Что же у нас в модуле iSpower? Значит, у нас есть 4-канальный гейт-драйвер, контроллер. Потом у нас дополнительные драйверные чипсеты. И как вы видите, на каждое плечо их 2. В общем, тут 4 канала, которые включены в мостовой схеме. А это значит, мы имеем квадробалансную архитектуру. А для класса D это даже более важно, чем для класса AB. Ну, что у нас еще? Выходной фильтр на серьезных тороидальных стержнях. И дополнительно еще фильтрируется выходной сигнал. Но основное, что здесь надо запомнить, у нас есть 2 канала, которые включены по мостовой схеме. Значит, в целом у нас 4 канала. И здесь на выходе мы получаем уже включение по мостовой схеме. Ни у кого из конкурентов такого решения нету. Это очень удачное решение, особенно при больших мощностях. Это крайне важно. У усилителей класса D имеется так называемый артефакт бас-пампинга. Это ключевые схемы, ключевые транзисторы, которые на выходе при больших амперах и низких частотах начинают работать как умножители напряжений. Это умноженное напряжение подается назад на шину питания. Имеется специальная защита от этого, если мы будем ставить в одноплечевой схеме. Но когда у нас включение по мостовой схеме, этого артефакта нету. Это важно. Практически у конкурентов я не видел такие решения. Ну что же мы получаем, если мы включаем по этой мостовой схеме? У нас получается все. Мы лучше используем блок питания. Уменьшаются шумы. Компенсируются парные гармоники. Уменьшаются разные дополнительные искажения. Мы можем получить большую выходную мощность при небольших значениях питания. В данном случае киловаттный усилитель у нас работает всего лишь от плюс-минус 65 вольт питания. Ну и, как я уже рассказывал, отсутствует бас-пампинг эффект. На второй части мы рассмотрим ключевые вещи, которые должны знать молодые разработчики. Я настоятельно рекомендую внимательно прочитать всю информацию, которая находится в этом Designer's Manual. Он публично доступен. Если напишите в интернете iSpower 1200 AS2 PDF, вы найдете вот это руководство для разработчика. Но ключевые вещи мы рассмотрим здесь, чтобы были уверены, что знаем основы. Ну, значит, что мы имеем? Имеется 2 разновидности этого блока. Одноканальный, чисто рассчитан на киловатт, или на киловатт плюс имеется так называемый Hanger модуль, можно создать 3-полосные активные системы. И стереоверсию 1200 AS2. Здесь вы видите, как они выглядят. AS1 просто одно плечо или половина компонентов усилителей отсутствует. Для AS2, значит, тут все компоненты. У нас, соответственно, 2 канала. Обратите внимание, насколько большой блок питания. Вот он такой почти. Ну ладно, такой. И насколько маленький сам блок усилителя. Все деньги, все разработки, ну все здесь. Здесь самое лучшее. Это уже становится так называемым commodity. Появились интегральные микросхемы, и мы можем
делать таких усилителей безгранично в прекрасном качестве. Все качество современного усилителя в блоке питания. Там и все деньги, вся стоимость. На что еще можем обратить внимание, как рассказал про шину, значит, вот накопительные конденсаторы, они низковольтные, 80 вольт, 4700 микрофарад. Ну, тут они параллельно, на каждое плечо. Здесь используются специальные конденсаторы с низким внутренним сопротивлением. Это важно, чтобы моментальный ток они могли отдавать с наибольшей эффективностью. Они просто 2 раза больше по сравнению с таким подешевле. Но все равно эти конденсаторы это недорогие конденсаторы. Их производят и пользуются ими все разработчики усилителей. Тут они выигрывают серьезно по деньгам, создавая этот блок, поскольку много преимуществ у нас получается. Во-первых, эти конденсаторы близко к выходным транзисторам, они здесь под платой. Очень короткая шина питания. Нету сетевого трансформатора между накопительными конденсаторами и самим усилителем. Очень-очень умно, очень умно. Описание конкретного модуля. Я не буду здесь останавливаться. Хотите, остановите видео, прочитайте сами. Функции или функциональность конкретного блока. Давайте быстренько пройдемся по функциональности. Полностью интегрированный усилитель. Важно. Для таких разработчиков-любителей это очень важно. Ничего нельзя использовать и нельзя испортить. Нет необходимости никаких других дополнительных цепей. Просто поставили в корпус, все правильно соединили, готово. Очень сложная и умная защита. Также все индикации, если какая-то защита сработала. Audio Signal Trigger and Logical Triggers. Значит, отдаленное включение усилителя. Вообще-то это важная функциональность, тем более если мы рассматриваем всю тенденцию, когда сложность и качество воспроизведения переходит на разного рода сетевых проигрывателей, компьютера и так далее. И усилитель мы можем поставить близко к колонке. Он уже сходит с нашей полки и должен чисто работать. Забываем о том, что он существует, просто отрабатывает свое дело. Имеются внешние цепи питания, неплохие, до где-то 30-38 Вт мы можем получить от них. Режим Standby, мы уже говорили, универсальный блок питания работает по всему миру, со всех сетевых питаниях. Имеются сертификаты, это важно. Если создавать такие серьезные разработки, эта сертификация крайне необходима. Иначе самим сертифицировать какое-то оборудование это очень дорого. Простое механическое закрепление, стандартные iSpower коннекторы. Хотя у меня были сложности найти один из коннекторов, он до сих пор не пришел, даже в момент, когда я уже с этим рассказом занимаюсь. Это 22-контактный соединитель, его не было. И также можно дополнительно присоединить стереомодуль, который тоже производится этой компанией. Можно сделать трехполосную систему, но это слишком мощное для домашнего применения. Ключевые спецификации: мощность одного канала 1,2 киловатта. Но на 2 канала это будет только 600 Вт. 600 Вт это абсолютно нормально для домашнего пользователя. Хорошие, очень маленькие искажения, 0,003%. Но вот это. Посмотрите, какие низкие шумы. Крайне низкие. 30 микровольт. И когда я собрал систему, удивлен был. Тишина. Вообще нету никакого звука. Если ухо преподнести прямо к пищалке, то что-то можно услышать. Если вы все собрали грамотно по инструкциям, абсолютная фантастика. Минимальная нагрузка 2,7 Ом. Вообще-то вы можете работать и на 2-омной нагрузке, но не на полной мощности. Надо присматривать еще, что там греется. Но в принципе он работает и на 2 Омах. Пиковая выходная мощность. Питание достаточное, чтобы питать предварительные цепи. Universal Mind смотрели. А в размере 300 на 110 на 63. Если живете в дюймах, то есть и в дюймах.
мне надо пересчитывать. Но, как мы смотрим, создавались они в метрической системе. Тут все круглые цифры. И также имеются сертификаты безопасности. Схема соединений, значит, тут 220. Эти два для дополнительного хангер модуля. Посередине телеметрия. Выход 1, выход 2. Входной симметричный вход. И тут есть дополнительная телеметрия, чтобы в реальном времени смотреть выходной ток и выходное напряжение. Легенда соединителя питания. Основные контроли для нас важные. Значит, тут у нас DVDD 5-вольтный, 5 вольтов, да. DVD Standby – это для дежурных цепей дистанционного управления. 15 вольт Standby. Необходим для включения автоматики. Мы включаем модуль в режиме Standby, и если появляется плюс 12 вольт, он имеет приоритет, модуль включается. То же самое с Wake Up on Signal, в принципе. Значит, если мы хотим отдаленно управлять модулем, Standby у нас важный. AMP Disable применяется, если отключить только выходной каскад блока усилителя. При этом блок питания продолжает работать, но для быстрого включения и выключения усилителя, для профессиональных применений. Если срабатывает какая-нибудь защита, то на этом выходе появляется низкое состояние. Это Open Collector. Можно поставить диод, светодиод, и он будет показывать, что сработала защита. Основные контроли, вот этот большой соединитель. Нас интересует только часть вот эта нижняя. Если мы хотим отдаленно управлять конкретным блоком усилителя, значит нам нужен или триггер 12-вольтовый, или сигнал. Тут есть вход сигнала, когда мы подаем музыкальный сигнал низковольтный, срабатывает также вот эта автоматика, и модуль включается. Притом он потом не выключается где-то 18 минут. Каждые 18 минут он проверяет, есть ли сигнал на входе. Выходной соединитель. Как вы видите, по парам они здесь соединены вместе. Это из-за того, что при полной мощности мы должны эти контакты использовать параллельно. Тут большой ток, и конкретный соединитель не нормирует полный выходной ток. Поэтому они сделаны параллельно. Для своих личных разработок я бы соединил их параллельно, независимо от того, на какой мощности я буду их слушать. Лучше сделать все грамотно. Входной соединитель, как вы видите, тут у нас балансный вход, симметричный вход и два таких. И то же самое второй выходной канал, тоже контакты параллельно. Тут такой небольшой быстрый расчет. Какую пиковую мощность мы можем получить, это уже по блоку питания на постоянном токе. Значит, пике он может выдать 3,8 киловатта. Значит, у нас есть определенный резерв для нашего блока. Любой бас, даже на максимальной мощности, будет полный. Блок питания это поддерживает. Тем более, что блок питания должен еще поддержать дополнительный модуль, который тоже там порядка 800 Вт. Но если пересчитать напрямую, сколько мощности может отдать на 4 Ома, у меня получается 1249 Вт. Но не стопроцентная у нас эффективность, значит 1,2 киловатта. То, что производитель нам сказал, все правильно. Относительно пиковых значений по амперам на 4 Ома в среднем у нас 17 ампер на полной мощности, но пиковые еще 24. Помните, что мы говорили по поводу соединения параллельно этих двух контактов? Вообще-то контакты нормируются всего лишь на 7 ампер, но пиковые значения намного выше. Все равно надо все делать правильно, грамотно. Кое-какие механические спецификации. Я бы обратил внимание на вес. Чуть больше килограмма. 1 киловатт, чуть больше килограмма.
Второй момент, где обратить внимание, у нас mounting hole depth, насколько глубоко мы можем вкручивать 3-миллиметровые болтики креплений на 5 миллиметров. Это важно. И насколько сильно можно затягивать 0,5 ньютон. Но это так, разумно сильно. Лучше маленькой отверткой. Имеется два варианта крепления. Один вариант, когда мы это крепим по периметру, большой радиатор. Второй, когда мы крепим, вот используя эти отверстия, их всего 18. Тут важно, здесь посередине вот этих креплений, вот это здесь у нас выходные, 8 выходных транзисторов. Значит, тут надо крепить соответственно корпус. Если крепить через корпус, значит корпус работает как часть системы охлаждения. Обратите внимание, насколько тут точные дименсии или точные размеры. В общем, тут все надо сделать грамотно. Округлять нельзя. Что у нас по окружающей температуре? Если активное охлаждение, до плюс 60. Если пассивное, то до 40. Можно ли перевозить в Сибири? Можно. Минус 40 до 70. В общем, достойный блок, достойные параметры. Но также обратите внимание, что он тестируется на вибрации и тоже нормируется на вибрации. Можно использовать или применять в мобильных решениях. Амплитудно-частотная характеристика. Крайне линейная. Но здесь, обратите, на 20 кГц у нас спад на где-то 0,5, по-моему, на 0,5 дБ. Иногда Формос пишет, вот тут падает на 20 кГц на 0,5 дБ. Это плохо или хорошо? Разрешающая способность человека 0,25 дБ. На самом чувствительном диапазоне где-то здесь. На высоких и на низких это меньше, где-то 3 дБ. И хорошо, если вообще мы слышим там 20 кГц. Когда у меня было 27 лет, я тестировал свой слух, и я слышал 18,7 кГц, но я никогда не слышал 20 кГц. Значит, мы должны еще быть одаренными, чтобы слышать 20 кГц. В этом слайде у нас диаграмма частот разных музыкальных инструментов, которые имеются в симфоническом оркестре. И что мы тут видим? Где-то на самые низкие частоты у нас порядка 41 Гц. Значит, если мы покупаем акустику, которая работает от 35 до 20 кГц, для музыки у нас хватает полностью. Нам не нужна акустика, которая идет вниз до 20 Гц. Если правильно сделать акустику до 20 Гц, это будет громадная акустика, не знаю, по высоте, как человек, и по ширине близко к этому. Такие хорошие 20 Гц на минус 3 дБ, это сложная система, большая, громоздкая. Нет необходимости такую обретать, просто знаем и понимаем физику. Значит, самые высокие гармоники в симфоническом оркестре это 16 кГц. Но какие заключения мы можем сделать из этого? Если можно какой-то небольшой компромисс создавать, то на 20 кГц это точно можно сделать. Музыки там нету. Это такой параметр 0,5 дБ на 20 кГц. Это ничего. Это отлично. Это отлично. Нелинейные искажения. По-моему, это самая большая битва сейчас на разных форумах. Есть ребята, которые тестируют искажения, ставят усилители в рейтингах и так далее. Но нелинейные искажения далеко не самый главный параметр у усилителя. Наука говорит, что человек не может слышать искажения, которые ниже 0,1%. Вообще-то он довольно еще выше, где-то 0,2, но это так, с резервом. И были времена, когда все производители просто писали, что искажение усилителя меньше 0,1%. Тоже мы имеем. Мы имеем на порядок ниже.
на порядок ниже. Там самые плохие, там 0,01. Сегодня еще имеются усилители, которые находятся где-то здесь, у них искажения крайне низкие. Но я бы сказал, в основном это лабораторные испытания, когда его поставить полную интегрированную систему с блоком питания, тогда они назад здесь где-то. Вот вся битва идет здесь. И каждая маленькая доля процента рассматривается под микроскопом, и сразу тех, у кого что-то там чуть побольше, сразу отбрасывается. Но это неправильно. Есть несколько способов создать очень маленькие нелинейные искажения. Один из них глубина отрицательной связи. Если сделать очень глубокое, можно получить крайне хорошие нелинейные искажения. Но при этом теряются динамические характеристики, и сам усилитель будет звучать плохо, крайне плохо. Так что будьте осторожны с параметрами. Дампинг-фактор. Тоже в форумах. Вот говорят, вот у iSpower всего лишь 750. Не знаю, а Hypex там 850. Hypex лучше производит низкие. Так ли это? Что такое дампинг-фактор? Это соотношение нагрузки к выходному сопротивлению усилителя. Умные книги пишут, что это должно быть 10. Это получается, какой дампинг-фактор у нас имеет смысл? Около 40. Сделаем один эксперимент. Скоротим входные клеммы громкоговорителя и попробуем двигать низкочастотный диффузор. Он будет сопротивляться, но мы все равно можем ее двинуть. Значит, это максимальная связь, которая может иметься, все-таки она ограниченная. Мы можем ее двинуть. Ну, какие-то разумные цифры дампинг-фактора на практике. Ну, вы правы. От 50 до 100. Где 50 это хорошо, а 100 это абсолютный максимум, при котором он имеет еще какой-то смысл. Значит, все те очень высокие параметры, которых мы сегодня уже видим, там 700, 800, 1000, это характеристики полевых транзисторов. Когда они работают в ключевой схеме, конечно, в открытом состоянии у них очень маленькое внутреннее сопротивление, и дампинг-фактор – это побочный эффект новой архитектуры. Специально не разрабатывает их с высоким дампинг-фактором. А в форумах и в маркетинге они используются по полной мере. Но все равно не верите. Давай посмотрим флагшип Macintosh. Стоит немалых денег, аж 15 тысяч. Какой у него дампинг-фактор? 40. И никто в мире не говорит, что это плохой усилитель. Он на самом деле очень хороший. Я его слышал в салоне. Ну, очень хорошо звучит. Еще один аспект относительно дампинг-фактора. Мы имеем кроссовер. В кроссовер стоит катушка между усилителем и громкоговорителем. Вот, она здесь. Это большая катушка. Это здесь. Ну, смотрите, там где-то кросс-сечение провода 0,8 или 1 миллиметр. И он длинный, ну, порядка там 10-15 метров. У него имеется омическое сопротивление. Значит, получается, что весь наш там очень большой дампинг-фактор теряется здесь, поскольку он в цепи. Я еще понял бы, если усилитель стоял здесь. Но нет, он стоит здесь. Поэтому активные системы вообще-то предпочтительные. Но здесь это еще очень такой, ну, очень хорошая колонка, очень дорогая, с сложным фильтром. Ну, что мы видим здесь? 3 катушки. Так что, если смотреть на спецификации, нужно понимать, какие физикальные процессы находятся за конкретным параметром и не попадаться на дешевый маркетинг. Входные цепи. Очень важно все подключения сделать правильно. И это балансные цепи, как вы видите, это заземление источника или земля источника, потом плюс и минус симметричного входа. Но эта земля не подключается к корпусу, она подключается только здесь. И у нас между землей усилителя и землей источника имеется вот резистор 22 Ома, и только тогда он подключается к земле. Это важно. Если сделаете тут где-то что-то неправильно, не поймете, почему шумовые характеристики
не такие, как тут я рассказываю. Если все сделать правильно, у вас будет полная тишина на входе, на выходе. Что еще видно? Хороший буферный усилитель. Вообще эта балансная схема сделана крайне грамотно. И мы получаем высокие входное сопротивление. Мы можем несколько блоков таких подключать к одному источнику сигнала, и все будет в порядке. Обычно здесь таких стандартных плат усилителей могут быть от 3 до 10 кОм. Но 10 это уже очень хорошо. Если подключить несимметричный источник, то обратите внимание на эти два резистора R10 и R11. R10 это внутреннее сопротивление источника сигнала. Обычно где-то 100-150 Ом. Здесь у нас этого резистора нету. Его надо тоже поставить такого же самого. 100, 110 или 150 Ом. Его надо измерить. Или он дан в технической литературе вашего оборудования. И тогда подключить согласно всем рекомендациям. Что случится, если вы подключите здесь напрямую? Ничего плохого. Это все работает на длинных кабелях. Если у вас кабель там до 3 метров, можете, это уже не важно. Просто этот резистор не ставьте, ставьте напрямую и соедините. Получится, что вы соединяете вот здесь эти оба на короткую, и все будет работать. Входы контроля. Тут обратите внимание на этот резистор. Это высокоомный резистор. И в целом, если даже 12 вольт подаете напрямую, ничего плохого не случится. Он ограничит ток, и все равно все тут будет работать, транзистор откроется. Производитель рекомендует подключаться через 10 кОм. Здесь 5 вольт. По большому счету, тут никаких проблем не возникает. Сигнальные выходы. Схема открытого коллектора. Обратите внимание, здесь резисторы небольшого номинала, 120 Ом. Но если тут напрямую подать 5 вольт, они ограничат где-то на 20 миллиампер. Но этот транзистор это выдержит. Но если тут будет побольше напряжения, то транзистор сгорит. Это важно. Но на практике, если мы делаем индикацию на светодиодах, надо посчитать от 5 до 10 миллиампер. Вообще-то 5 хватает в современных диодах. Все будет нормально. Посчитайте сами. В общем, должен быть ограничительный резистор. Схема заземления. Важная. Очень важная схема. И, во-первых, обратите внимание, что тут у нас корпус. Тут радиатор. И к корпусу у нас все подключается через маленькие такие резисторы. Это небольшого номинала резисторы. Но вся схема сделанная грамотно, по лучшим рекомендациям. Плюс еще разные места корпуса тоже соединяются еще с дополнительной схемой. Это все, чтобы ограничить, даже не знаю русской терминологии, но создается такая петля и будет фонить. Есть целая теория относительно это, и много white paper тоже пишет, там Texas Instruments, другая литература. Где тут можно проколоться? Когда вы сами ставите 12-вольтовый триггер, обычно эти гнезда крепятся к корпусу, и там и контакт заземления тоже автоматически подключается к корпусу. А здесь, где common ground, везде, они подключены через резистор. Если вы присоедините вот это заземление, например, к этому контакту, вы закоротите конкретный резистор, и вся эта схема полетит в пух и прах. Так делать нельзя. Только тогда вы подаете только 12-вольтовый сигнал на управление, и все. Он сработает. Но второй провод не надо протягивать. Что будет, если вы заземлите здесь? Ну, в принципе, схема будет работать, и модуль и блок будет работать. Но у вас будет зависимость от того, как вы где поставили провода, какой источник подключили. Везде что-то будет чуть-чуть такофонить, или немножко будет больше шумов и меньше шумов, и будете там кабеля перемещать, и шумы будут меняться. В общем, все становится нестабильным. Это очень важно. Если сделаете такую ошибку, потом не поймете, ну почему? Почему что-то не работает? Крайне важно здесь, крайне важно.
Разделение по каналам. Иногда в форумах пишут, что лучше два моноблока, тогда будет самое лучшее разделение по каналам. Ребят, посмотрите, это разделение по каналам на уровне фантастики. Это не аргумент. Если делать два моноблока, в основном из-за мощности и из-за того, что их можно ставить недалеко от колонок. Входной сигнал. Чтобы работать на полной мощности, усилителю нужно подавать 5 вольт пик. Давай пересчитаем его на RMS, это 3,5 вольта. И может ли такой внешняя звуковая карта, это хорошая внешняя звуковая карта компании Zoom, UAC2, и у них есть, указывается, максимальный выходной уровень, плюс 14 dBu, но сейчас мы входим в теорию, здесь не рассмотрим, просто поставим калькулятор, и что мы получаем? Мы получаем 3,8 вольта. Значит, этот небольшой приборчик, этот небольшой цифроаналоговый преобразователь, это внешняя звуковая карта, она полностью управляет этим усилителем. Что я и делаю в целом. Ну, вещи, которых не надо делать. Обратите внимание, где будут появляться разные шумы. Значит, если мы подаем сигнал от усилителя к колонкам, провода должны идти вместе. Если их так разделить, они будут работать как антенна. Но обычный провод, который мы покупаем, это вот этот. Они два параллельно и соединены в одной изоляции и идут вместе. Но лучше взять два отдельных провода и скрутить, используя дрель или какие другое приспособление. Если сплести два провода таким образом, это очень удачное решение. Во-первых, полная электромагнитная совместимость. Второе, он плотно прилегает к земле. Он никогда не будет там петлями стоять или кто-то там может зацепиться. Ну и последний, можно купить специализированный, экранированный кабель для колонок. Он дорогой, там с 10 евро и вверх. Во-первых, его не так просто найти. Я бы сказал, самый лучший вариант. Сколько я не пробовал, самый лучший. Так удобно работать, все так хорошо работает. Сечение 1,5-2 мм, и вы будете крайне довольны. Ну, каких вещей не надо делать? Значит, вход и выход не надо скреплять вместе. Ну, я думаю, все понимают, но то же самое относится к контрольными выходами, тоже не надо соединять вместе с выходом. Выходы мощные, там могут появиться кое-какие помехи ненужные. Ну что, дальше будем собирать сам усилитель.